Измеритель параметров УЗО ПЗО 510-1, производство компания Радиосервис. Прибор предназначен для проверки устройств защитного отключения типов АЦ, А на дифференциальном токе от 10 до 500 мА. Также прибор измеряет время срабатывания от 0,5 до 5-кратного номинального тока. Перемена напряжения от 10 до 300 вольт. И питание осуществляется от 5 пальчиков батареек. Чтобы их вставить, нужно открутить 4 винта. В комплект поставки идет батарейный отсек с 5 пальчиками батарейками. Подключение должно производиться до щелчка разъема. Проверку можно проводить для УЗО, находящегося под напряжением, так и без него. Так в приборе есть свой источник тока. Включаем прибор. Посмотрим, какое меню прибора. Нажимаем на кнопку меню. Перпопункт. Программа испытаний. В приборе реализована возможность испытания по заранее выбранной программе, если производим серию одинаковых измерений, либо место расположения УЗО находится вдалеке от места подключения прибора. Далее набор режимов. Виды измерений. Кнопкой старт мы можем отключить те измерения, которые делать не будем. Формы тока. Также галочкой можем отключить те формы сигнала, которые не предусмотрены в программе испытаний. Номинальные токи УЗО от 10 до 500 мА. Также можем убрать галочки из тех, которые не будем использовать. Параметры измерения. Тип УЗО. Общий тип, либо селективный, который срабатывает с задержкой по времени срабатывания. Предельное напряжение прикосновения. В данном случае 25 вольт, можно выставить до 50. Это регламентировано ГОСТом. 25 вольт. Это те учреждения, например, детские сады, где допускается максимальное напряжение прикосновения всего 25 вольт. Настройки прибора. В данном меню можно настроить контрастность, язык, русский либо английский. Поверка — это для поверки прибора, подпункт. Для выбора режима измерения нажимаем на кнопку «Режим». Это время срабатывания при 0,5 дифференциального тока, при однократном токе, 2-, 5-кратном. И, соответственно, сам дифференциальный ток. Для выбора формы сигнала нажимаем на кнопку меню кратковременным нажатием. Для выбора значения дифференциального тока нажимаем на кнопку «Память» кратковременным нажатием. Сейчас проведем проверку УЗО, находящейся под напряжением, с применением адаптера розеточного, который идет в комплекте поставки. Подключаем согласно маркировке. Включаем прибор. В приборе 3 вольтметра. Измерение идет от нуля до фазы и земли, и между землей и нулем. В данном случае у нас мигает напряжение между нулем и землей. Так быть не должно, соответственно, мы берем адаптер и перетыкаем в другом направлении. Сейчас у нас все в норме. Далее мы выставляем режим. Нам нужно померить дифференциальный ток. Дальше меняем форму сигнала. У нас характеристика УЗО АЦ. На кнопку меню нажимаем кратковременно и меняем режим. Характеристика АЦ. Дальше нам нужно поменять номинал. Она у нас 30 мА. Нажимаем на кнопку «Память», кратковременное нажатие. И нажимаем на кнопку «Старт».
УЗО сработало, и значок галочки нам говорит о том, что она у нас в норме. Когда УЗО не проходит по какому-либо параметру, в данном окошке будет стоять крестик. Сейчас проведем испытание по заранее выбранной программе. Для этого заходим в меню, нажимаем программу испытаний. Прежде чем ее запустить, так как ее еще пока здесь не создано, мы нажимаем «Редактировать программу». Выбираем программу 1, нажимаем на старт, и первым шагом, например, пусть у нас измеряет дифференциальный ток. Нажимаем на старт, шаг 2. Измерим время срабатывания при однократном токе. Третьим шагом измерим время срабатывания при двухкратном токе. Четвертым при пятикратном. И, например, пятым шагом мы померяем время срабатывания при 0,5-кратном дифференциальном токе. Для выхода нажимаем кнопку «Память», «Выход». И теперь делаем «Запустить программу». Мы сейчас сделали корректировки в программе номер 1. Нажимаем на старт. Сейчас прибор измеряет напряжение прикосновения. Если оно в норме, пойдет дальше измерение. Видно то, что у нас напряжение прикосновения в норме. Сейчас измеряет ток дифференциальный. Прибор произвел измерение тока срабатывания УЗО. И сейчас он ждет, чтобы мы его взвели, и он пойдет пошагово промерять уже без нашего участия. Для просмотра результатов измерения удержим кнопку «Память» и видим то, что у нас два параметра прибор промерил, остальные говорит, что нет УЗО. По этим данным можем сделать вывод, то, что у нас УЗО неисправно. Сейчас мы возьмем прибор и уже будем измерять автономно уже непосредственно вблизи УЗО. Сейчас проведем проверку УЗО автономно. Повесили прибор с помощью крюка на дверцу шкафа. Подключаем провода в разъем фазы и в разъем заземления. Включаем прибор. Настраиваем. Сейчас мы будем измерять дифференциальный ток, характеристика АЦ, и поменяем миллиамперы на 30 миллиампер. Согласно номиналу УЗО. Подключение производим либо 0 вход, 0 выход, либо фаза вход, фаза выход. Нажимаем на кнопку старт. УЗО не срабатывает. Сейчас подключим фаза вход, фаза выход. Видим, что УЗО не срабатывает. Подключаем к соседнему УЗО таким же номиналом. Нажимаем на кнопку старт.
произошло срабатывание. Таким образом мы делаем вывод, что данное УЗО у нас неисправно. В базовый комплект поставки ПЗО 510/1 входит сумка, адаптер розеточный, 2 кабеля по 1,5 метра, 2 крокодила, батарейный отсек с батарейками и сам прибор.